Привет, друзья! По многочисленным вашим просьбам, сегодня будет продолжение дегустации самой дешевой еды из магазина «Красное и белое». Мясо цыпленка в собственном соку. Написано, что это 100% натуральный продукт. Торговая марка «Мамир». Масса 325 граммов. В составе мяса цыпленка на кости морковка, соль и перец черный, также лавровый лист. Состав действительно полностью натуральный. Мясо цыпленка, стоимость 89 рублей 89 копеек. Адрес производства Московская область, город Балашиха. Давайте посмотрим, что будет здесь внутри. По запаху пахнет приятно, чувствуется, что действительно мясо. И жидкости здесь немного, есть холодец, но он густой. Такое ощущение, что воды дополнительно сюда не добавляли. Сейчас попробую на вкус. Попробовал эту тушеночку. И также вот если мы ее более детально рассмотрим, то действительно здесь присутствует мясо. Каких-то посторонних добавок здесь нету. И чувствуется, что есть перец, морковка. Ну, морковка, конечно, не сильно ощущается, но видно, что она есть. Ну, перец черный ощущается, что есть, но он как бы такой сильной остроты нету. Но у этих консервов есть огромный минус. Потому что так как тут есть кости, и эти кости, они очень твердые. Иногда бывают вот такие консервы, и там кости мягкие. А здесь, видимо, варили не очень долго, кости жесткие. И кушать нужно очень осторожно, потому что если такая кость попадает на зуб, то можно зуб легко сломать. Оленина тушеная, особая. Масса 290 граммов. Многие, наверное, покупают такую тушенку из-за того, что она натуральная, олени растут в естественных условиях. Но, как оказалось, состав здесь совсем не натуральный, очень много различных добавок с индексом Е. Также еще и воды налили. Оленина тушеная, стоимость 129 рублей 99 копеек. Адрес производства Калининградская область, город Гвардейск. Тушенка довольно-таки жиденькая. Сверху плавает жидкость. Ну и понятно, что в составе была вода. И этой воды, видимо, тут совсем не маленькое количество. Сама банка, кстати, хорошая. Внутри есть полимерное покрытие, и поэтому никакого металлического привкуса и запаха в тушенке быть не должно. Ну и вот что было внутри банки. Как мы видим, мяса здесь не так уж и много, очень много жидкости. Также еще попадаются лавровые листочки и видны вкрапления черного перца. Кусочки мяса действительно похожи, что это мясо, а не какая-то смесь там соевого белка с фаршем каким-то. Сейчас попробую на вкус. И сразу заметил то, что попадается очень много жил, наверное, процентов 20 жил, и еще, наверное, процентов 40 жидкости. Итого получается половина это, в общем, отходы, и только лишь половина это вот съедобная часть. Сама тушенка по вкусу вроде бы как и неплохая. Хорошо во вкусе чувствуется наличие специй, черный перец, лавровый листик. Сама тушенка очень мягкая, хорошо разварилась, ну и чем-то напоминает говядину. Сыр «Дружба». Это плавленый сыр. Написано здесь все очень-очень мелко, и вот этот вот цвет упаковки, он сливается с текстом, поэтому читать очень некомфортно. Я вижу, что основным компонентом в составе является вода питьевая. Также в составе этого сыра есть сыр. Удивительное дело. Сыр сделан из сыра. Плавленый сыр «Дружба», стоимость 32 рубля 89 копеек. Изготовлено в городе Рязань. Сыр довольно-таки плотненький, не супер мягкий. Режется, я бы сказал, с трудом. Ну, конечно же, он не такой, как твердый сыр, он его помягче. По запаху этот сырочек пахнет нормально, как обычный плавленый сыр. Сейчас попробую на вкус. До этого я уже дегустировал такие вот дешевые сырки «Дружба». Покупал в Магните, в Пятерочке. И там они были вообще несъедобные. Но здесь довольно-таки неплохой сырок. И я не особый любитель вот такого плавленного сыра «Дружба», потому что очень сложно найти его качественный. Но вот этот сырок мне по вкусу понравился. Все-таки очень много еще зависит от производителя. И вот этот вот производитель делает, можно сказать, на совесть. Конечно, состав я полностью не смог прочитать, потому что там вообще все нечитабельно. Могу сказать, что для своей цены качество вполне нормальное. В общем, своих денег он стоит. Есть можно. Бирка. Минтай, ломтики филе сушено-вяленый. Прибрежный лов в северной части Тихого океана. Масса 70 граммов. Стоимость минтая 89 рублей 89 копеек. Состав не полностью натуральный. Здесь есть усилитель вкуса и аромата, влагоудерживающий агент, а также консервант. Адрес производства Тверская область, город Ржев. На внешний вид очень даже неплохо. Рыбка мягкая, не пересушенная.
Сейчас попробую на вкус. Попробовал. Во вкусе чувствуется, что очень много соли и немножечко сахара. По запаху это вяленая рыба. Кому-то, может быть, этот запах и не понравится. Но, скажем так, вот для вяленой рыбы вполне нормальный запах. По качеству и по вкусу мне эта рыба понравилась. Она и мягкая, и легко жуется. Ну, конечно же, очень много соли, поэтому просто так ее не поешь. Нужно чем-то запивать. Ну, я думаю, в магазине «Красное и белое» очень много продается напитков, которыми можно запить такую рыбку. В общем, я думаю, что для своей цены качество очень неплохое. Виола – творожный сыр сливочный. В составе творог, сливки и стабилизаторы. Масса 150 граммов. Творожный сыр Виола. Стоимость 94 рубля 89 копеек. Изготовлено в городе Тула. Очень густой сыр. Консистенция очень густая у этого сыра. Но так сама консистенция хорошая. Он имеет очень-очень мелкозернистую структуру. Иногда вот купишь творожный сыр, и он прям как творог. А здесь вот реально как какой-то плавленый сыр. Попробовал. Вполне нормальный сыр. Но есть, конечно же, сыры более вкусные. По пятибалльной шкале я бы оценил этот сыр на 4 балла. Потому что вот если, например, даже взять тот же Хохланд, тоже сливочный творожный сыр, он будет повкуснее. Но этот стоит дешевле. Так что, если хотите сэкономить, то можно спокойненько купить и такой сыр, он тоже вполне съедобный. Наггетсы куриные классические. Производитель Мираторг. Масса 300 граммов. Основным компонентом в составе является филе грудки кур. Также еще есть пищевые соевые волокна и соевый белок. Наггетсы Мираторг. Стоимость 89 рублей 89 копеек. Изготовлено в Калининградской области, поселок Невское. На внешний вид наггетсы смотрятся отлично, ничуть не хуже, чем и в других магазинах. Сейчас я их пожарю и продегустируем. Пожарил на сковородке несколько наггетсов. Внешне смотрятся они замечательно, чувствуется, что корочка хрустящая. Сейчас посмотрим, что будет внутри. Ну, по разрезу видно, конечно же, что это фарш такой, скажем так, непонятно, много ли там или немного мяса. Ну, сейчас попробую на вкус. По вкусу мне наггетсы понравились. И вот можно посмотреть, какой здесь толщины слой панировки. Ну, где-то 2 мм толщина панировочки, и она хорошо хрустит. Для своей цены качество здесь очень хорошее. В других магазинах эти наггетсы стоят раза в 3, где-то в 2, где-то в 3 раза подороже они стоят. Но если только по акции можно купить, там около 100 рублей. Ну а так в красном и белом, конечно, эти наггетсы стоят совсем недорого. Тиксы. Мясо кальмара, полоски сушено-вяленые. Масса 50 граммов. Состав не полностью натуральный, есть консервант. Кальмар стоит 52 рубля 99 копеек. Изготовлено в Ростовской области, город Новошахтинск. Вот такое количество кальмара находилось внутри. 2 полосочки и еще один маленький кусочек. Пахнет вроде бы неплохо, попробую на вкус. По вкусу этот кальмар мне понравился, вполне съедобный, немножечко такой сладко-солененький вкус. Ну, конечно, кольца кальмара есть как-то поинтереснее, потому что там вот такие колечки, они как-то более аппетитно смотрятся. А тут просто 2 таких вот шматка, я бы сказал, лежат. Вот поэтому вот эти шматки, их либо можно порезать, либо вот так вот просто разрывать и вот так вот его кушать. Думаю, это как раз закуска для магазина «Красное и белое», где очень много всяких напитков продается, вот, которые хорошо закусывать вот таким кальмаром. Попробуем миндаль семушка. В составе миндаль жареный, соль морская. Страна происхождения сырья – Чили. Миндаль семушка 50 граммов, стоимость 75 рублей 89 копеек. Упакована в Московской области, город Мытищи. На внешний вид миндаль смотрится хорошо. Видимо, его вымачивали в соленой воде, потому что крупинок соли вообще не видно. Сейчас попробую на вкус. Очень вкусный миндаль. Видно вот то, что он не пережаренный. Хорошая степень прожарки, ну и также небольшой такой солененький привкус присутствует. В общем, с солью не переборщили, хорошо пожарили, но цена, конечно, не супер дешевая. Получается, что 100 граммов будет где-то стоить 150 рублей. Ну, примерно такая же цена на этот миндаль, вот если покупать его на развес в каком-нибудь там ларечке. Так что можно такой миндаль покупать, по качеству он хороший. Пломбир село Зеленое из свежих сливок. Масса 90 граммов, состав неплохой. Село Зеленое, стоимость 49 рублей 89 копеек. Адрес производства Пермский край, город Пермь. Внешне мороженое смотрится отлично. С горочкой даже в стаканчик положили этого мороженого. Сейчас проверим на мягкость. Супер мягкое, супер нежное мороженое.
Попробую это мороженое на вкус. Попробовал на вкус и само мороженое, и вафельный стаканчик. По вкусу мне все понравилось. Мороженое очень нежное, мягкое, тает во рту, и приторности нету. И вафельный стаканчик тоже замечательный, в общем, по качеству отличный. Наверное, за 50 рублей сложно где-то в каких-то других магазинах найти, чтобы вот такого качества было хорошее мороженое. Оно там уже ближе рублям к 80 идет. Карфдор. Мороженое грецкий орех, карамель. Масса 70 граммов. Состав мороженого неплохой. Здесь даже используется масло какао в шоколаде, но также еще используется какой-то эквивалент масла какао, то есть какой-то, в общем, его заменитель. Само же мороженое сделано из молока, сахара, сливочного масла, ну и там куча еще других добавок. Ну, в общем, как и в других мороженых. Стоимость этого мороженого 59 рублей 99 копеек. Адрес производства город Омск. Глазурь у мороженого шоколадная немножечко потрескалась. Да и само мороженое тоже. Условия его транспортировки или хранения были нарушены немножко. Ну, по крайней мере, оно хоть не растаяло. Мороженое очень мягкое. Вообще просто супер мягкое. Очень легко режется ножом. Попробую на вкус. Само вот это вот мороженое. Тут видны еще прослойки карамели. Само мороженое мне понравилось. Очень хорошо чувствуется карамель, то есть оно даже похоже на какой-то крем-брюле. Теперь попробую шоколад. Шоколадная глазурь тоже мне по вкусу понравилась. Орешков здесь не очень много, это грецкие орехи, но особого вкуса они не ощущаются. В целом мороженое замечательное, мне все понравилось. И цена тоже за мороженое, которое с карамелью, в шоколаде и с орехами. Я думаю, что это недорого. Друзья, напишите в комментариях, какую еду мне еще продегустировать. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!